Я не знал, что так приятно презентовать книги. Это стало гораздо более приятным, чем и перед фильмами что-то говорить, поскольку, как оказалось, этот трехтомник – это одно из главных деяний жизни моей. Я не думал быть актером, поскольку все же заикался с детства, и думал, что это невозможно быть актером-заикой, хотя генетика работала, бабушка, дедушка были актерами, брат старший стал актером. Но это было от меня далеко, поскольку к актерской профессии я всегда относился крайне критически, сейчас тем более. В 1959-м попал в руки Кончаловского, он и определил мой путь. Он должен был появиться, этот человек, на моей дороге, на пути, когда шел из школы домой, на улице Горького, дом 6, где я жил. Это был Андрон. Он поманил пальцем, но, видимо, через него промысел Божий работал. Я все равно, так или иначе, я бы пришел в кино. А поскольку уже до него я пробовался на Мосфильме, дважды не утверждали по разным причинам, а он взял, а потом из рук в руки передал Андрею Тарковскому на «Иваново детство», так как они в те годы дружили. Когда я видел, как работает Андрон в 1959 году, я загорелся внутренне, захотел стать режиссером. И пошел к этой цели, неосознанно поначалу, потом осознанно. Когда вдруг запели люди, которых я знал как непоющих, они были мои друзья, Володя Высоцкий, Гена Шпаликов, они вдруг запели, Акуджава запел, но он не был тогда другом моим, просто все запели, все взяли гитары, стали петь. Я думаю, а я чем хуже? Ну, давай-ка попробую. До того я не писал ничего, ни стихи, ни музыку, но раз ты загорелся этой идеей, нужно попробовать. Я начал писать. И начал я со стихотворения такого: «Прадедов моих в крови топили, убивали. В петле давили, распинали, на кол сажали, засыпали, четвертовали, обрубали, колесовали, муровали, глаза кололи, кости мяли, морозили, в грязи топтали деревья, надвое их рвали, привязывали след коня. Какая участь ждет меня?» С этого я начал, потом начал писать. Взял я гитару, Женя Жариков мне показал первые аккорды, начал подбирать, стал петь, сделал 3 песни свои, все на 3 аккорда. И именно поэтому вскоре это все закончилось у меня, эта тяга быть, так сказать, бардом. Но, однако, я пел эти песни с ансамблем отца Маликова, «Самоцветы» был такой ансамбль, и мы даже ездили на гастроли, я там пел песни авторские. Но как-то пришел ко мне в гости мой приятель Шостакович Максим, я ему играю песенку, спел все за роялем. Он мне говорит: «Коль, 3 аккорда, как ты знаешь, давай украсим. А если вот еще взять так и взять вот так?» Мы взяли, и стало все, так сказать, лучше. Но я однажды попел это отцу моему, а он сын актеров, интеллигент, он сам музыкант, каждый вечер музицировал дома после работы ненавистной, он был инженером, экономистом, а тяга в душе была к творчеству. Но у нас было 4 детей, и надо было их чем-то кормить. Не состоялся как пианист, но играл все время дома. И вот я ему поиграл, отважился, и он мне одной фразой обрубил желание дальнейшее этим делом заниматься. Говорит: «Коля, говорит, стыдно, 3 аккорда. Что это за подзаборный уровень?» И все. С этим я покончил. Но, однако, я начал писать. И вот когда я начал писать, прежде поэзия была только, то я задумался о том, чтобы стать писателем. Но это была такая тайная мысль, мол, какой ты писатель? Толстой есть, Пушкин есть, Лермонтов есть. Куда ты? Но время шло, и так вышло, что когда я играл в Бэмби, детство Бэмби, Наталья Бондарчук попросила сделать песню матери. А можешь ли ты сделать от имени матери там песню? Я ей сделал такую песню: «О, милый мой, глаза закрой, прильни к моей груди. Ты будешь сильный и большой, но это впереди. Не знаешь, милый принц, малыш, что будешь королем. Ты много доброго свершишь, но это все потом.
Любое зло осилишь ты улыбкою любви, и край свободы, красоты, все это там, вдали. О, милый мой, глаза закрой, спи у моей груди, и мужество, и правый бой, все это впереди. И так и пошло. Потом от дуба сделал, от имени дуба, потом еще что-то. И потом, когда уже фильм мы окончили, проходит время, я читаю, но я вижу, что просто готовая пьеса в стихах. И я сделал пьесу, сказку «Бэмби». Она попала во второй том, но прежде о первом томе. Озаглавлен мой Лермонтов. У каждого свой Лермонтов. У меня есть мой Лермонтов, и, к счастью, я сделал фильм о нем. Причем я стал заикой в доме убийцы Лермонтова-Мартынова. Так вышло, что в 5 лет, а я родился и жил в этом доме, в доме убийцы Лермонтова, не зная, что мне дальше с Лермонтовым предстоит иметь очень тесный и пожизненный контакт. В 5 лет был испуган, стал заикаться. Я это сейчас трактую так, что мне темная сила хотела заградить уста, чтобы я не мог высказать о Лермонтове то, что я должен был сказать. Но я прорвался. И вот я сделал фильм «Лермонтов», так как времени очень мало, то я буду коротко бежать по всей жизни, а это я озаглавил «Жизнь в 3 томах». Здесь действительно вся жизнь в этих 3 томах. Когда я их стал перелистывать, я стал это все готовить, и я вижу, что здесь практически говорится о 50-летии советской, российской культуры, очевидцем которого я был, этого 50-летия. Здесь идет речь о таких людях, которые, видимо, не понимали, что они великие, что они история, а они были истории, они были великие. Здесь идет речь о Высоцком, о Тарковском, о Мордвинове, Орловой, Морецкой, Раневской, Бирман, Пляте, Викторе Некрасовой, Белле Ахмадулиной и Никите Михалкове. Кого тут только нет. Это все мои друзья, это все те, к кому я прикасался, кто прикасался ко мне и о ком я могу оставить эти тома. Первый том Лермонтов – это киноповесть, иллюстрированная кадрами из фильма «Лермонтов», практически фотофильм. Вторая часть книги – дневник режиссера, черно-белые иллюстрации. Когда я делал фильм о Лермонтове, я знал, что будет интересно узнать потомкам о том, как мы работали, режиссеры 20 века, что такое пробить и создать фильм. Для того, чтобы фильм появился, ушло 4 года на написание сценария, проталкивание по инстанциям, бегал, как и положено, с папочкой сценария, с отзывами от всех лермонтоведов, только положительные отзывы. Из ИМЛИ, Института литературы, потому что было положено, прежде чем запустят, чтобы все дали отзывы. Все дали потрясающие отзывы, а запуска все нет и нет. А я хочу сам играть Лермонтова, а мне уже 36, а не 26, как было Лермонтову. А я должен всем овладеть, чем он владел. И быть джигитом. Я, правда, ездил 20 лет на лошади, но этого мало. Я должен был делать трюки сам. Ради этого я ходил в цирк к Ирбеку Кантемирову, 3 месяца под кнут. Он меня гонял до сотого пота. Нужно было овладеть всем, чем владел Лермонтов. Саблей, ему не было равных в сабле. Я себе взял лучшего учителя по саблю, по холодному оружию, осетина. Кстати, заметьте, 2 осетина готовили меня. Ирбек Кантемиров и по сабле Бимбалат Кумалагов, оба покойные. Я им очень благодарен. Никто не поднимал простого нынче вопроса, а что мы с этого получим. Они ничего не получили, они говорили, Лермонтову надо помочь. Я очень много занимался Лермонтовым, очень много. Я уверен, что это убийство, а не дуэль, причем это очень просто доказывается. Полковник Кузенев, кандидат баллистических наук, который занимался последними днями жизни Лермонтова и его гибелью, мне рассказывал, что он ездил с приборами баллистическими на место дуэли, измерял угол наклона, самый большой угол 3 градуса. То есть это ровная практически площадка. Пуля попала, то есть если бы была дуэль, выстрел, то пуля бы попала прямо в тело Лермонтова. Ну что такое 3 градуса? Ну нет отклонения. По свидетельству медика, освидетельствовавшего труп, пуля попала в тело
Лермонтова под углом 40 градусов. Как это возможно? Начали оправдывать, что там он принял какую-то позу, там какую-то английскую, что, ну, там что-то такое. Ну, что за бред? Это было убийство еще и потому, что его бросили умирать, его приятели, там, и все приятели, вплоть до Мартынова, и повода не было для дуэли. Фраза «ты горец с большим кинжалом» – это не повод для дуэли. Потому что они шутили в школе юнкерской друг над другом гораздо более, так сказать, круто.